Дорогие зрители, здравствуйте! На этом канале делюсь вкусными и полезными рецептами. Сегодня у меня для вас рецепт простого шоколадного торта со сметанным кремом. Он очень вкусный, но вместе с тем и очень сытный. Делается торт просто, давайте покажу как. Сначала приготовим бисквит. Сразу же поставим духовку разогреваться до 170 градусов Цельсия. Высыпаем муку, разрыхлитель и какао-порошок. Перемешаем до однородности. Чтобы получить максимально нежный и воздушный бисквит, нужно будет взбить белки. А для этого уже отделила белки от желтков. Для легкости взбивания добавим к белкам щепотку соли. Высыпаем смесь подсластителей. Подробную информацию по использованным подсластителям укажу в описании к этому ролику. Взбиваем на средней скорости, постепенно увеличивая обороты. Напоминаю, что миска и венчик должны быть сухими, обезжиренными, то есть на них не должно попасть частичек жира. Взбиваем несколько минут до появления вот таких устойчивых пиков. Чтобы узнать, достаточно ли взбиты белки, просто переверните миску. Если масса остается на своем месте и не скользит по стенкам, значит готово. Теперь взбиваем желтки примерно до вот такого небольшого побеления. А затем добавляем желтки к белкам и аккуратно перемешиваем массу. Лучше делать это силиконовой лопаткой, она не повреждает воздушную структуру белка и идеально собирает остатки со стенок. Чтобы не нарушить структуру белка, мешать нужно всегда в одном направлении, снизу вверх. Теперь небольшими порциями в 2-3 подхода просеиваем к массе сухую смесь. Каждую порцию перемешиваем до однородности, также аккуратно и в одном направлении снизу вверх. В итоге получается вот такое воздушное тесто. Застелила противень тефлоновым ковриком. Он очень удобный, многоразовый и к нему ничего не прилипает даже без использования масла. Если не уверены в качестве своего покрытия, лучше подстрахуйтесь и смажьте дно маслом. Разливаем массу по формам. У меня 2 металлических кольца диаметром 16 см, а высотой 10 см. И отправляем в разогретую до 170 градусов Цельсия духовку. Выпекаем до готовности в среднем около 15-25 минут. В процессе проверяйте готовность зубочисткой. У меня прошло 20 минут, достаю бисквиты из духовки и даю им остыть. При выпечке бисквита в кольце без дна остужать его лучше на решетке, для того чтобы снизу не образовывалась влага. Бисквиты остыли, аккуратно ножиком прохожусь по стенкам и достаю их из формы. Затем упаковываю в пакеты или пищевую пленку и отправляю в холодильник на 4-8 часов. Это нужно для стабилизации и облегчения нарезки коржей. Если не дать им время на стабилизацию, то коржи будут слишком мягкие и их трудно будет нормально нарезать. После стабилизации делю каждый бисквит пополам. Смотрите, какие нежные, мягкие и влажные коржи получаются. Убираем коржи в сторону и готовим простой творожно-сметанный крем. К сметане добавляем рикотту. Можете уменьшить количество ингредиентов от указанных в рецепте, либо их взаимозаменять. Лично мне нравится, когда сметаны больше, чем рикотты, но сегодня у меня всего поровну. Добавляем подсластители по вкусу. И несколько минут взбиваем массу примерно до вот такой воздушности и однородности. Затем перекладываю массу в кулинарный мешок. И желательно убрать его на стабилизацию в холодильник на несколько часов. Если времени нет, ничего страшного, особенно если вы будете, как и я, собирать торт в кольце. Теперь возьмемся за сборку торта. Ставлю кольцо на поверхность. Высота моего кольца 10 см, диаметр 16 см. Выложила на дно кольца корж. Стенки кольца проложила ацетатной пленкой и скрепила скрепками. Пленка поможет собрать максимально ровный торт и не растечься крему. Затем отсаживаю на корж около 1/3 крема. И разравниваю крем силиконовой лопаткой. Сверху укладываю второй корж. Тщательно приминаю. Затем снова крем. Также поступаю со всеми оставшимися коржами. При желании коржи можно дополнительно пропитать, но тогда сразу собирайте торт на тарелке или подложке, на которой планируете его подавать. Иначе пропитанный и тяжелый за счет крема торт крайне трудно будет перенести.
Накрываем торт пищевой пленкой и отправляем в холодильник для стабилизации хотя бы на 2-4 часа, а лучше на ночь. У меня прошло 4 часа. Достаю торт из холодильника. Теперь займемся украшением торта. Я сделаю простой ганаш на основе молока и шоколада. Шоколад делим на кусочки. Выливаю в сотейник молоко и нагреваю его почти до кипения. Затем заливаем шоколад молоком и тщательно перемешиваем до однородности. Если шоколад полностью не растворяется, подогрейте массу микроволновой печи импульсами по 10-15 секунд. Перегревать шоколад нельзя, потому что он расслоится и станет непригоден к использованию. Поэтому после каждого нагревания перемешивайте и проверяйте, ушли комочки или нет. В итоге получилась глазурь вот такой текучести. Заливаем глазурью поверхность торта. И отправляем в холодильник до застывания. Когда поверхность немного застынет и на нее еще можно будет по ощущениям что-то не утопить, а закрепить, посыпаю верхушку шоколадными шариками. Теперь освобождаю торт от кольца и ацетатной пленки. Подравниваю крем на боках. Все, торт готов. Можно упаковывать и нести его в гости, а можно сразу резать и пить чай. Давайте посмотрим на торт в разрезе. Он получился очень нежным. Крем отлично пропитал коржи. Чуть кисловатый сметанный крем хорошо контрастирует со сладостью шоколадной верхушки. Тоже попробуйте приготовить этот торт, думаю, вам понравится. А я желаю вам мира, здоровья и добра. До новых вкусных рецептов!